Представьте себе, вы стоите на крохотном твердом пятачке в 1 квадратный метр посреди бескрайнего болота, трясины из жидкой глины, песка и камней. Идет дождь. Любой шаг в любую сторону приведет вас в трясину, из которой уже не выбраться. Вокруг, насколько хватает глаз, нет ни одного твердого участка суши, кроме вашего пятачка. Что вы будете делать? Как спасаться? Как вы вообще тут очутились? Привет! С вами канал «Эпоха недоверия». Как без помощи георадара узнать, что скрыто под землей на большой глубине? Как найти скрытые постройки, если нет никакой возможности поехать в экспедицию, если законом запрещено даже просто копать? Об этом я расскажу вам в этом ролике, эдакий лайфхак для исследователей. Но чтобы понять, как работает этот метод, нам нужно понять, как вообще здания оказались под землей, что происходило в прошлом и как развивались события. А заодно дадим ответ на появление некоторых исторических артефактов. И начну я сегодня свой рассказ с уже набившей оскомину темы всемирного потопа. Нет, я не буду доказывать, что он был, и не буду размышлять о том, когда он был. Разве что предположим о том, какой он был. А потом сразу же пойдем дальше. Туда, где реальность настолько фантастична и безумна, что я просто вынужден сделать заявление. Все сказанное и показанное мной далее является моим личным оценочным суждением и вполне может содержать ошибки. Обязательно скажите свое мнение в комментариях, это позволяет мне намного шире смотреть на проблему. Уже давно ни для кого не секрет, что практически все города планеты засыпаны толстым слоем глины и песка. Да и не только города. Вообще вся планета засыпана. В предыдущих видео мы уже подсчитывали по очень скромным прикидкам, сколько вещества вывалилось на планету. Нашли предположительных виновников – песчано-глиняные астероиды класса Кентавры и Аполлоны. Даже смоделировали, как все происходило, на какие этапы делилась катастрофа. И даже в одном из предыдущих видео я продемонстрировал некоторые статьи из периодических журналов того времени, которые намекали на один из эпизодов произошедшей катастрофы. Одновременно с описанием катастрофы я рассказывал вам историю таинственного города, в который по неизвестным причинам стремились все, кому не лень, на протяжении последних нескольких сотен лет – Таганрога. По моему предположению, именно возле этого города был захоронен Александр Македонский. Мы даже нашли по старой карте огромный курган, расположившийся точно в том месте, что указано на старой карте. Подробности и ссылки на них в подсказках и описании к ролику. Если вы еще не смотрели, но вам интересно, почему я так уверенно делаю подобные выводы, пожалуйста, посмотрите. Надеюсь, что я описываю свою точку зрения там достаточно четко и ясно. Однако нужно идти дальше, верно? Если в царском кургане действительно кто-то захоронен, то почему до сих пор там ничего не выкопали? И почему всего в километре от него, кургана, создали на обломках разрушенных зданий новодельный город Танаис? Итак, давайте по порядку. Как вы себе представляете прошедший глиняный потоп? Дождичек? Пришедший ниоткуда ураган? Боюсь, что все было не так. Гораздо драматичнее. Дождь с глиной шел с неба довольно долго, много дней. И, как водится по сей день, через некоторое время люди привыкли. Как привыкают прямо на наших глазах к бомбежкам, нищете, войнам, цунами, эпидемиям. Надо жить дальше. И люди жили. А как бы вы сами повели себя, если с неба валится грязевой дождь? Если уйти от бедствий некуда, по всей планете одно и то же. В любых самых отдаленных уголках. В
Скорее всего, вы просто запаслись бы терпением, провизией, заперлись бы в надежном каменном доме и попытались переждать. В преддверии прихода стихии на южном побережье Флориды были закрыты школы, пляжи и приостановлено движение общественного транспорта. Парки передвижных домов и кемпинги в низинных районах также были эвакуированы. Власти открыли убежища. Настоящий тропический ливень обрушился на Приморье. Столица края Владивосток буквально поплыл. В крупнейшем городе региона парализовано движение общественного транспорта. В том числе из-за грязевых потоков, которые сошли в нескольких районах. Пострадали десятки машин. Впечатляющие кадры из Владивостока в репортаже. И так прошел день, другой. Грязь наполняла улицы и проспекты, но затем стекала ручьем дальше. Бояться нечего. Да, неприятно, но стены надежны, квартиры уютны, запасы еды и воды значительны. Надо просто переждать. На улицу выходить опасно, потому что падают не только мелкие пылинки, но бывает попадаются и булыжники покрупнее. А грязевой поток даже глубиной ниже колена может сбить с ног. Да и нечего там делать на улице. Даже дышать опасно, в воздухе полно влаги вперемешку с мелкими частицами грязи и пыли. Так шло время. Люди привыкали сидеть дома. И страх начал постепенно уходить. Осталось лишь раздражение от того, когда же все это кончится. А реки грязи тем временем заполняли собой все низины, забивали канализацию, скапливались в природных или стихийно образованных дамбах. И вот на третий, четвертый или пятый день глина наконец заполнила собой все, что можно. Скопилась в естественным образом сформировавшихся дамбах, заполнила их до краев и наконец прорвала. Это могло случиться в любое время суток. Утром, днем, вечером, ночью, во время глубокого сна. Как мне домой ехать? Ой, кто-то нырнул. Большинство людей к тому времени уже и не могли выйти из своих домов. Разве что только через окна. Уровень грязи и так уже был под метр. Прорвавшийся грязевой поток быстро набрал силу и мощь цунами. И на этот раз это был уже не какой-то дождичек, а сокрушительная волна глины и воды, разрушающая на своем пути все, что можно. Несущая в себе, кроме всего прочего, и миллионы тонн щебня, образовавшегося от разрушенных зданий или просто подхваченных по дороге и размолотых в крошку более крупных кусков породы. А люди уже находились в ловушке, из которой не было выхода. С этого момента людям, находившимся в своих каменных домах, оставалось лишь ждать и молиться на то, чтобы уровень грязевого потока не превысил уровень крыши их дома. Как мы уже знаем, кое-кто успел замуровать окна и проемы нижних этажей. Это лишний раз говорит о том, что о катастрофе знали заранее, к ней готовились. И судя по характеру и уровню слоя глины, в разных районах планеты глиняное цунами достигало разных величин. Это связано с естественным уклоном местности или естественными барьерами и бассейнами. В Перу, например, этот поток, видимо, разрушил и похоронил под собой абсолютно все, и, застыв, образовал ровное плато Наска. А в Европе поток местами не превышал 3-5 метров. Но мы отвлеклись. А теперь представьте себя на месте измученного человека, на 2-3 неделю этого апокалипсиса, проснувшегося в своей комнате на 2-3 этаже дома от того, что вся комната уже покрыта слоем грязи, и он продолжает пребывать. Все нижние этажи были заполнены еще неделю назад, но вы успели их заранее замуровать, поэтому они держатся. И вот грязь начала переливаться через окно последнего этажа. Больше у вас ничего нет. Пока поток не спеша заполняет через лестницу нижние этажи, вы быстро собираете все самое необходимое и в одиночку или со всей семьей выбираетесь на последний оставшийся рубеж обороны – крышу своего дома.
То, что вы видите вокруг, приводит в ужас. Вы стоите посреди бескрайнего моря из движущейся глины и грязи, которая с каждой секундой поднимается все выше и выше. Вот уже она накрыла с собой всю крышу, и вы стоите уже по щиколотку в грязи. А справа, слева, повсюду вокруг вас, на таких же маленьких островках надежды, стоят другие люди, надеясь, что Бог сжалится, и все это наконец закончится. Кто-то не выдерживает, делает шаг, и его уносит потоком навсегда. Вы понимаете, что спасения не будет. Вся планета находится в таком состоянии. Единственное, на что вам можно надеяться, это на то, что глина как можно быстрее засохнет, и вы сможете как-то по ней передвигаться. А до тех пор вы все равно останетесь на своем пятачке. Вам очень холодно. Ведь до этого вы все время ходили в тунике, а с началом всемирного дождя на планете температура резко упала. Но все равно вы должны просто стоять, потому что идти некуда. Так продолжается много часов. Кто-то на соседних островках вновь не выдерживает и пробует глину на ощупь, пытается по ней пройти. Шаг, другой, и человек пропадает с головой в трясине навсегда. А вечером снова начинается дождь с глиной. Он уже мельче, но все равно идет всю ночь. Вам очень холодно и вас мучает голод. Уже нет сил держать на руках ребенка, и вы сажаете его в высвободившийся от еды керамический горшок. Так проходит еще несколько дней. Днем вы надеетесь, что глина засохнет, а к ночи опять идет грязный дождь. В конце концов, через 2-3 дня, неделю, вы не выдерживаете и ложитесь прямо в грязь, свернувшись клубочком от холода. У вас больше нет сил сопротивляться, и вы засыпаете. Навсегда. А дождь с глиной все идет. Он уже не такой частый, и поток ослабел. Местность выровнялась, и уклонов почти нет. Теперь она просто набирается все выше и выше. И вот ваше тело уже накрыло слоем грязи. Где-то этот слой был совсем маленький, полметра-метр, а где-то и 5-10 метров. Наконец все закончилось. Основная масса глины была уже на земле, и наконец на небе впервые за долгое время показалось солнце. Перенасыщенная водой глина начала подсыхать. Верхний слой стал плотным довольно быстро, но внутри грязевой массы содержались еще миллионы тонн воды. Эта вода не могла уйти через свежую сухую корку снаружи, и она начала уходить вниз, образовывая подземные водные артерии и водоносные слои. Глина, лишенная большей части воды, уменьшилась в своей массе и объеме и начала оседать. В разных местах планеты осадка была разная. Зависит от общей толщины слоя глины, от количества воды в ней и от того, куда и как уходила вода. Но тем не менее осадка была приличная. Где-то метр, где-то и 5, а где-то и больше. Вода уходила туда, где ей не было сопротивления, и обходила более плотные участки под землей. Такими участками были тела и сохранившие свою геометрию постройки. Особенно постройки. Глина, покрывающая их, не могла уйти. Ей просто некуда. И вот из-под земли начали показываться холмы. Бывшие крыши зданий, и под многими такими холмами покоились съежившиеся и расплющенные тела несчастных. И то, что они успели с собой прихватить, надеясь на спасение. У кого-то это была просто еда, а кто-то прихватывал с собой все драгоценности, надеясь потом с их помощью начать новую жизнь. Такие холмы в будущем назовут курганами и придумают красивые легенды о шаманах или воинах, которые там захоронены. Курганы повторяют форму построек, погребенных под ними, поэтому некоторые имеют вид крепостей звезд. Какие-то в виде круглых курганов, какие-то постройки были засыпаны частично и действуют до сих пор. Целые города оказались затоплены вышедшими из берегов океанами и морями, целиком или частично. Где-то вода отступила, где-то нет. Но большинство построек похоронены навечно.
В живых остались преимущественно дети, те, кто смог первым пройти по едва засохшей трясине. Заводы оказались погребенными под землей, и даже если остались какие-то карты, найти их без ориентиров оказалось уже невозможно. Цивилизация обнулилась. Люди остались, но все знания оказались погребенными навечно. Нужно было начинать с самого начала. Есть ли способ увидеть сокрытое под землей и восстановить первоначальный облик? Ну, или хотя бы знать, где и что копать? Конечно. Сейчас для этого применяют георадар, а раньше просто копали курганы. А чем отличается курган от обычного холма? Да по сути ничем. Только более-менее правильная круглая форма посреди поля, степи или в лесу. Начни копать, и почти наверняка обнаружишь захоронение. А там обязательно золото и драгоценности. Все то, что ценилось, то, что люди старались прихватить с собой, чтобы можно было с чего-то начать новую жизнь. Лет 100-200 назад люди так и поступали. Рыли курганы и присваивали себе найденные драгоценности. Но это быстро прекратилось. И не потому, что курганов стало мало или они опустили, нет. Кому-то очень не хотелось и до сих пор не хочется, чтобы мы копали. Да и сейчас статья 19 закона о недрах является административно-уголовной. Копать на глубину более 5 метров строжайше запрещено. Что не мешало, однако, с тех же петровских времен посылать на раскопки специально обученных людей. Об одном из таких я рассказал в ролике «Фальшивый Танаис». Под видом историков они попросту грабят курганы, забирая все более-менее ценное и не заботясь о какой-то сохранности или реставрации. Они же придумывают легенды, которым мы верим спустя сотни лет и которые запрещено даже подвергать сомнению. Так как же быть? Георадар стоит очень дорого, от 1,5 миллиона рублей и выше. Спутниковый георадар вообще запредельных денег, да и разрешений никто не даст. И даже если вы раскошелились на аренду георадара, тоже очень недешевую, кто позволит вам сканировать свою землю? И дело даже не в истории. Поставьте себя на место хозяина участка. Вы что-то там насканируете, а потом придут люди в костюмах и заберут вашу землю. Однако есть один способ. Никто еще не проверял его надежности и точности. Ну так давайте попробуем. И помогут нам в этом все та же вода и глина, и космос. Земля, почва, глина, суглинки, пески. Видов почвы множество. Но если, конечно, это не чернозем, то отличаются они друг от друга в основном только пропорциями содержания песка и глины. Где-то больше песка, где-то больше глины. А сверху все это подкрыто плодородным слоем земли, которую усердно распахивают земледельцы и выращивают урожай. Вроде бы все понятно. Дождик поливает землю, вода проникает в нее и частично питает растения, частично испаряется, но большая часть уходит глубже, насколько возможно. И что дальше? А дальше вода доходит до самого плотного слоя и начинает неторопливо течь в сторону ближайшей реки, озера или моря, образуя тем самым подземные водоносные слои. Да, собственно, подземные воды в итоге и образуют те самые реки, ручьи, выбиваясь из-под земли в виде родников, образуя овраги и русла рек, продолжая течь затем уже по поверхности. К чему я это веду? К тому, что сухая и влажная земля имеют разный цвет. Сухая более светлая, а влажная более темная. Спутниковые снимки прекрасно показывают, как на распаханных полях распределяется вода. Прекрасно видно зарождение подземных потоков, которые формируют будущие овраги и реки. Видно, как эти подземные реки находят свое продолжение в реальных оврагах и реках, где они выходят наружу. Вода выходит из почвы неравномерно, где-то сливаясь в потоки, а где-то сталкиваясь
под землей с более плотным объектом, например, камнем, и обходит его. Вот тут-то и наступает зона домыслов и предположений. Поначалу я был уверен, что найти чистое поле без каких-либо подозрительных подземных уплотнений и образований будет легко и просто. Но не тут-то было. В подавляющем большинстве случаев на абсолютно любом поле из космоса видно множество подземных уплотнений и образований. Однако уверенно заявить, что это не просто какой-нибудь камень, а именно постройка, сложно. И тут хорошо помогает история фотоснимков с космоса. Подземные образования, нужные нам, не пропадают ни после распашки, ни после посева, ни после сбора урожая. На них не влияет время. И они сохраняют правильную форму, правильное расположение. Теперь попробуем применить это знание, например, к царскому кургану возле Танаиса и попытаемся смоделировать то, что на самом деле покоится под ним. Во-первых, посмотрим на его высоту. Профиль рельефа показывает истинную высоту кургана – 11-12 метров. Курган не круглый, он как бы сплюснут с севера на юг и имеет стороны 100 метров на 85 метров. Это, кстати, точные размеры футбольного поля, даже немножко больше по ширине. На этом кургане уже велись раскопки, но судя по тому, что мы наблюдали во время небольшой экспедиции к нему, вся деятельность сводилась к попыткам прорыть проход к его центру. После того, как это, видимо, не удалось, объемы-то большие, было решено сделать несколько шурфов, скважин сверху вниз, опять-таки точно в центре. Глубина бурения до общего уровня земли составляла 12 метров. И судя по тому, что курган до сих пор стоит, там ничего не нашли. Либо находки не внушили искателям оптимизма. Так и должно было быть. Ведь по нашей теории, через 12 метров искатели должны были в лучшем случае дойти только до крыши погребенного здания. Однако это минимальные значения. Практика показывает, что на самом деле крыша может находиться еще глубже, на уровне 18-20 метров, а может и больше. Об этом говорит буквально вся окружающая местность. Слой песка и глины в этом районе достигает десятков метров. Кстати, та же карта Гийома де Лиля 1706 года, по которой мы, собственно, и нашли этот курган, говорит нам, что здесь были горы, которых сейчас нет. Таким образом, я уверен, что под этим курганом скрыто огромное строение с куполом диаметром 100 метров. Много это или мало? Сейчас, конечно, строят куполы и больше. Бывают купола и до 300 метров в диаметре. Но есть только одно античное здание тех же времен, которое может хоть как-то сравниться по размерам с этой постройкой. Это римский пантеон и его окулус. Внутренний диаметр купола достигает 44 метров, а внешний местами до 58 метров. Колоссальная постройка, созданная античными архитекторами из бетона. Но даже она вдвое меньше того, что находится под царским курганом в Танаисе. Вот гробница, достойная Александра. Но почему она не круглая, а овальная? Ответ банален и прост. Ее действительно сплющило. Происходить это могло примерно так. Сначала здание вполне выдерживало натиск глиняного цунами. Во-первых, благодаря сферической форме. Как известно, именно такая форма постройки обеспечивает максимально правильное и равномерное распределение нагрузок по всей площади, что позволяет постройке выдерживать очень большие внешние нагрузки. Именно так работают знаменитые арки. Благодаря изгибу силы, действующие сверху, плавно перераспределяются на несущие колонны. Именно поэтому туннели метро также имеют круглый профиль. И даже колодцы выкладывают бетонными кольцами. Им приходится выдерживать примерно такое же давление грунта. Да что там говорить, даже водонесущие трубы имеют круглый профиль по этой же причине.
Таким образом, Танаисский пантеон мог очень долго сопротивляться натиску глиняного цунами. Сверху на спутниковых фото мы видим, что вокруг него есть еще одно кольцо сухой земли. Вполне возможно, что там была такая же круглая стена, окружающая пантеон. Она и приняла на себя первый основной удар. Однако, спустя какое-то время глина начала переливаться через край. И когда она заполнила собой внутреннее пространство между храмом, нагрузки на стену появились с противоположной стороны, изнутри кольца. Насколько сферическая форма прочна снаружи, настолько же она хрупка изнутри. На этом принципе, кстати, основано обычное яйцо. Снаружи раздавить яйцо не так-то просто, а вот изнутри проломить легче легкого. И теперь стена была уничтожена. Но она не развалилась полностью и не была разнесена в щебень, потому что к тому моменту уже была довольно глубоко. Единственное, что произошло, ее разорвало на 3 части и слегка выпрямило, что обеспечило потоку спокойный ход. То же самое произошло и с пантеоном. Пока стена боролась за свою целостность, скорость потока внутри стены была очень небольшой, что позволило продержаться до того момента, когда глина начала заливаться внутрь пантеона через верхнее отверстие. К тому моменту, когда стена была прорвана, пантеон уже был заполнен грязью, которая и обеспечила ему дополнительную прочность при сжатии. Таким образом, искатели, бурившие этот курган, могли пробурить 15 метров до крыши купола и, попав точно в центральное отверстие, не заметили его, прошли глубже еще на 50-80 метров до уровня 95-100 метров и, уперевшись буром в основание храма, решили, что достигли скалы и тут ничего нет. А теперь посмотрите на космическое фото подземных водных потоков рядом с курганом. Почти наверняка любой геодезист ответит, что это просто подземные камни. Ну и будет абсолютно прав. Дома действительно строятся из камней. Я, конечно, могу и ошибаться, но что настолько правильная форма, да еще буквально в километре от реального раскопанного города Танаис, да местами даже не в километре, а в сотни метров. Давайте попробуем построить геометрические модели этих подземных уплотнений и поднять их на поверхность. Не правда ли? Очень странные камни. Конечно, все может оказаться и просто камнями, но слишком уж много совпадений на пару квадратных километров. Стремление Македонского быть захороненным здесь, основание им на этом месте Александрии Танаисской, странные географические названия, подозрительная деятельность клана Птолемеев, а затем клана Алфераки, странное стремление на протяжении 300 лет овладеть этим кусочком суши у всех сверхдержав, посылка спецагентов на раскопки этих курганов и в конце концов создание поблизости бутафорского Танаиса, построенного на реальных исторических осколках. И все окружающие поля накрепко перемешаны с камнями, которые являются осколками древних зданий. На некоторых из них даже сохранилась лепнина или рельеф, и которые замуровывают в стены вновь строящегося бутафорского древнего Танаиса. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок, оставьте под видосом гневный комментарий свой.